Есть места, которые не просто восстанавливают после разрушений, они возрождаются с новой силой, сохраняя свое прошлое и при этом двигаясь вперед. Этот город пережил войны, пожары и почти полное уничтожение, но сегодня он снова впечатляет своей красотой. Элегантные набережные, музеи, в которых хранятся мировые шедевры. Однако за всей этой восстановленной роскошью скрывается вопрос, который не дает покоя. Можно ли вернуть утраченное? Всем привет! Мы продолжаем путешествовать по Германии, узнавать ее города, улочки, историю. И сегодня мы приехали в город с удивительной красотой, невероятной историей и очень-очень драматическим прошлым. Также этот город называют Флоренцией на Эльбе. Как вы уже прочитали из названия, да, это Дрезден. У этого города можно поучиться самое главное, как восстанавливаться из пепла. Сегодня мы погуляем по основным достопримечательностям, которые стали символом города, и узнаем, как живет этот город и что в нем стоит посмотреть. Пойдемте. Старый город получается совсем маленький, но его восстанавливали в том числе и жители города. Самой трагической страницей истории стала Вторая мировая война. В феврале 45-го, за несколько месяцев до окончания войны, город был буквально вообще стерт с лица земли. Все исторические здания были развалены почти под основание. Сегодня Дрезден – современный, оживленный город, полный жизни и туристов. Но в его истории есть одна из самых трагичных страниц Второй мировой войны. В феврале 1945 года Дрезден, до того времени практически не затронутый войной, стал жертвой одной из самых разрушительных бомбардировок в истории человечества. Ночью 13 февраля 1945 года на город обрушились сотни британских бомбардировщиков, сбросивших тысячи тонн бомб. Их цель – уничтожение транспортных узлов, но на деле удар пришелся по самому сердцу города. Первые волны авиации разрушили здания, а последующие вызвали огненный шторм. Все горело, люди задыхались в бомбоубежищах от нехватки кислорода. На следующий день американские бомбардировщики завершили разрушение. По разным данным погибло от 25 до 40 тысяч человек. Большинство – мирные жители, беженцы и раненые солдаты. Дрезден был практически стерт с лица земли. Цвингер, Фраункирке, опера Дземпера – все превратилось в руины. Бомбардировка Дрездена до сих пор остается спорным эпизодом войны. Союзники утверждали, что город имел военное значение, но критики называют атаку неоправданной, считая ее актом устрашения. Как бы то ни было, Дрезден стал символом разрушения и последующего возрождения. Сегодня он восстановлен, но память о той ночи навсегда осталась в его истории. Мы, кстати, идем по мосту через Эльбу, называется мост Августа Сильного. Это был правитель, и он запомнился именно тем, скажем так, притягивал сюда всех лучших художников, лучших архитекторов со всей Европы. И именно благодаря этому Дрезден знаменит именно вот такими произведениями искусства и архитектуры. Мы заходим в город, и перед нами открываются старинные улочки, наполненные историей. Здесь каждое здание, каждая мощеная дорожка словно переносит в прошлое, напоминая о великом наследии. Еще одна достопримечательность, очень-очень длинное панно. На ней изображены саксонские князья разных лет. Тоже стоит остановиться, как раз только вы сойдете с моста, сразу же увидите возле церкви. Там не эпох, разных лет, я правильно сказала? Там тут недолго Саксония это.
Что еще тут? Потом как побомбили, здесь ничего больше, только картина, князья, Саксония, все дела. А вот это вот здание, я думала, господи, что это такое невероятно красивое, прям тут еще Август сидит на троне, а это, оказывается, суд. Я, честно, думала, только в Риме суд забрал себе такое, знаешь, шикарное здание, но нет. Прям в старом городе, в центре. Прям сходишь с моста, сразу видишь. Странно это, могли бы уж музей открыть, ну. Вообще, та вся ситуация, которая произошла в 45-м, она была очень сильно спорной, потому что город не имел никакого стратегического назначения. То есть это был центр культуры, центр искусства. Но вот и ему как бы сильно досталось. То есть, считайте, вот здание, вот напишем название, потому что я его не смогу никогда в жизни прочитать. Кирхе. Фрауенкирхе. Оно было разрушено прямо вот до основания. Ни за что. Так попало. Пойдем внутрь этой церкви. И вообще церковь обалденная. Ну, мне очень нравится. Церковь, которую я название никогда в жизни не смогу запомнить. Можно сказать, новоделом, потому что ее восстанавливали после бомбардировок 45-го, ее восстанавливали почти 60 лет. Открыли в 2005 либо 2006, не помню. Эта церковь стала для города таким символом возрождения, как надежды, что даже после такого все равно все приходит в норму. Очень классный маленький городочек, где очень много туристов. Но слушайте, зато вот ты идешь, ты узкой улочкой, у тебя нет машин, хотя бы это огромный плюс. У тебя очень много всяких магазинчиков, всяких барчиков. Да, кстати говоря, насчет барчиков. Вот вам несколько рекомендаций. Ставьте на стоп и записывайте. Невероятно вкусный ресторан. Вы можете как прийти просто на аперитив, ну, либо заказать стейк. А в этом месте невероятно вкусные десерты. Обязательно заходите. Ну и, конечно, куда же без карри-вурст. Мы же в Германии все-таки. Ну а теперь поехали дальше. Ты можешь посидеть с красивым видом. И очень много громких людей. Я думаю, его было намного больше слышно, чем меня. Мы идем еще к одной достопримечательности, к еще одному очень важному зданию. И я очень надеюсь, что мы успеем еще сегодня попасть туда внутрь. Хорошо тут так? Тихо, спокойно. Среди множества архитектурных шедевров этого города есть одно здание, ставшее его символом. Это знаменитая оперная сцена в Дрездене. И, кстати говоря, она считается самой престижной оперой в Европе. Знаменита своей красотой, архитектурой и, к сожалению, историей. Как и все остальное в Дрездене, во время бомбардировок она тоже была разрушена. Вот умели же строить, да? Что сейчас строят? Всякие стекляшки, там постоянно что-то ломается, отламывается. Вот, да, восстановили после войны. Архитектура просто невероятная. Я думаю, еще 100-200 лет так сильно восторгать людей. Мы идем в Цвингер. И я очень хочу попасть внутрь. Я очень туда хочу. Так, мы пришли наконец в этот Цвингер. Это шедевр барочной архитектуры Европы. Построен был также в начале 18 века, все тот же Август. Изначально подразумевалось это как место для празднования королей. Сейчас здесь находятся музеи, и, к сожалению, именно это лето весь центр снизу он закрыт, потому что там такая прям стройка. Прям стройка-стройка. Но хотя бы можно гулять по верху, смотреть эту красоту. Вообще, знаете, вот хорошо люди отдыхали, а? Прям такие масштабы у них были. Я в восторге, чтоб я так жил.
и такие праздники устраивал. Что там? Там прям концерт, что ли? Это значит, оркестр играл. Ты слышал? Я думала, это просто музыка, там какой-то барчик. Ладно. Я думаю, это уже не короли, а наша элита. Ну, короли жили хорошо, нам до них далеко, даже в нашей элите. Они прям жили с размахом. Представляешь, какие тут празднования были? Какая лестница, перилов. Везде фонтанчики возле лестницы. Не, Август, конечно, молодец. Тут поручения такие он хорошие давал. А кто архитектором был? Не итальянцы случайно? Сейчас посмотрим, мне прям сильно интересно. Архитектор Маттеус Даниэль Пеппельман. Так, умер в Дрездене, а где родился? Германия. Но он он, представляете, он ездил по Германии и Италии, и строил. Место смерти Дрезден, Священная Римская империя. Они вот так тут ходили, такие в платьях. Подходили туда, на балкончик, смотрели. Подошел к концу наш день и, естественно, подошло к концу наша прогулка по Дрездену. Стоит ли сюда ехать? Вообще даже не думайте, если у вас есть такая возможность, если у вас есть время и вы планируете путешествие по Германии, обязательно посетите этот город. Он небольшой, 1-2 дня, вам будет лучше 2, если собираетесь посещать музеи, но вам будет этого достаточно. А мы с вами отправляемся дальше. Дрезден – город с удивительной судьбой. Он пережил величие, разрушение и возрождение, сохранив свою атмосферу и богатую историю. Сегодня это одно из самых красивых мест Германии, где прошлое и современность переплетаются на каждом шагу. Дрезден – это не только история и архитектура, но и природа. Город окружен живописными ландшафтами. Зеленые холмы, густые леса и извилистая Эльба делают его особенно красивым. Здесь природа буквально сливается с городом, а всего в часе езды начинается Саксонская Швейцария. Одно из самых впечатляющих мест этого региона. Это величественные скалы, возвышающиеся на Эльбе, окруженные густыми лесами. Здесь свежий воздух, тишина и захватывающие виды. Совсем другой ритм жизни после городских улиц. Погрузиться в такую природу особенно приятно. Так что отправляемся дальше, навстречу новым впечатлениям. Итак, находится оно в 40 километрах, вход бесплатный, вопрос только то, что вы заплатите за парковку 7 евро. Но здесь, правда, очень красиво, самая знаменитая скала – это Баштай, мы оттуда сейчас дойдем. Высота его всего лишь 194 метра. Не сильно много, но как бы и немало. Гулять тут по этому заповеднику очень-очень комфортно, но рассчитывайте, что невероятное количество людей, приезжайте раньше. Кстати, с детьми, с собаками вообще нет никаких проблем. Берите с собой. А вот тут, кстати, все та же знаменитая Эльба. Помните, Дрезден стоит на Эльбе, его еще называют Флоренция на Эльбе. Вот тут также протекает эта река. Красота, можно на паромчике тоже. Одна из главных достопримечательностей парка – Бастайский мост. Он был построен в XIX веке и соединяет отвесные скалы, позволяя пройти по самому краю пропасти. Отсюда открываются захватывающие виды, а сам мост кажется естественным продолжением величественных каменных столбов. Это место, где природа и архитектура сливаются воедино, создавая незабываемые впечатления. Вот, смотрите, чтобы подняться на, я так понимаю, самую красивую панораму, посмотреть на тот мост, по которому мы гуляли,
вам нужно стоять вот эту вот всю очередь, которая заканчивается здесь. Поэтому, если хотите посмотреть спокойно, хорошо, с комфортом, приезжайте рано утром. Ну, либо стойте на солнце. Такое себе развлечение, честно, я не хочу. В плюс 30 очередь мы сегодня без вида на мост. Ну ничего, здесь много другой красоты. В принципе, видно все скалы, вы можете прогуляться по мосту. Так что я думаю, этого более чем достаточно. Саксонская Швейцария – это место, где природа удивляет своей красотой и величием. Здесь, среди скал и густых лесов, можно почувствовать себя частью чего-то по-настоящему грандиозного. Прогулка по этим тропам открывает захватывающие виды, а Бастайский мост, словно соединяющий отвесные утес, кажется чем-то сказочным, словно парящим над пропастью. Этот парк – идеальное завершение нашего путешествия. После оживленных улиц Дрездена здесь можно вдохнуть полной грудью, насладиться тишиной и осознать, насколько разнообразной может быть природа Германии. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, пишите комментарии и делитесь своими впечатлениями. Ну а мы отправляемся дальше искать новые места и новые истории.